Доброе время суток, мои дорогие друзья и гости канала Ирина Огонек. С вами я, Ирина, и сегодня мы продолжим изучение с вами такой прекрасной книги, как «Секреты долголетия». И тема сегодняшнего видео у нас будет лечение женских болезней. Мы как-то к ней еще не подходили. И сегодня я начну с лимактерического периода. Ну, а пока я буду это все зачитывать, попрошу вас, если еще не подписаны, подпишитесь на мой канал. Прожмите колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Также пишем комментарии, если есть вопросы, задаем, я с удовольствием на них отвечу. Ставим лайки, дизлайки и делимся этим видео со своими друзьями в соцсетях. Вам это не сложно, а кому-то может оказаться очень полезным и принесет огромную пользу моему каналу. Ну вот, я начинаю читать, а вы, мои родные, внимательно смотрите и слушайте, и желательно до конца. Итак, климактерический период. Климактерический период – это возрастной период, в течение которого происходит переход от половой зрелости к прекращению детородной функции на фоне возрастных изменений организма. В климактерическом периоде нарушается ритм, продолжительность менструации, количество теряемой менструальной крови. Первая фаза климактерического периода у женщин наступает обычно в 45-47 лет. Если менструальная функция отсутствует более 2 лет, развивается менопауза, свидетельствующая о прекращении овуляторной функции яичников. Спустя 2-3 года от начала менопаузы наступает их атрофия на фоне общих возрастных изменений в организме женщины. Более раннему наступлению климактерических периодов 42-45 лет способствуют частые роды, аборты, воспалительные заболевания женских половых органов. У женщин, страдающих миомой матки, менопауза начинается позднее, 55 лет и старше. В климактерическом периоде многие женщины страдают ожирением, общей слабостью. У некоторых при сохранении эстрогенной функции яичников возможно развитие гипертонической болезни, сахарного диабета, гиперпластических процессов в молочных железах и матке. В климактерическом периоде из пищевого рациона женщины должны быть исключены алкоголь, вещества, возбуждающие центральную нервную систему. Для предупреждения осложнений необходима гимнастика, дозированные прогулки, массаж, молочно-растительная диета. Очень важно для женщин пожилого и старческого возраста избавиться от ожирения. Часто нормальное течение климактерического периода у женщин осложняется так называемым климактерическим синдромом. Синдром проявляется вегетативным, нейроэндокринными, обменными и психоэмоциональными нарушениями на фоне общих и местных изменений, происходящих в организме женщины. Обычно женщины жалуются на приливы к голове, верхней части туловища, сопровождающиеся потливостью, головокружением, учащенным сердцебиением, утомляемостью, общей слабостью. Больных также беспокоят расстройство сна, повышенная эмоциональная лобильность, боли в суставах, зуд вульвы и другие расстройства. Климактерический синдром связывают с нарушениями в гипоталамическом отделе центральной нервной системы на фоне общих изменений в организме женщины и угасания ее половых функций. Часто
Климактерический синдром сопровождается гипертонической болезнью, сахарным диабетом и другими. Наиболее частые приливы наблюдаются у женщин осенне-зимний период. Различают легкую, среднюю и тяжелую степень течения климактерического синдрома. При легкой степени общее состояние женщины страдает мало. Количество приливов в сутки не более 10. При средней количество приливов доходит до 20. Сопровождается головокружением, головной болью, общей слабостью, нарушением сна и памяти. При тяжелой форме синдрома число приливов не сосчитать. Больные нетрудоспособны, жалуются на неустойчивость настроения, тревогу, немотивированное беспокойство. Им трудно на чем-то сконцентрироваться, читать, писать и тому подобное. При тяжелой форме болезни может развиться так называемая кардиопатия, сопровождающаяся болями в области сердца с иррадиацией в левую лопатку, руку. Накануне этой болезни отмечается озноб или холодный пот, приливы к голове, нехватка воздуха и так далее. Лечение при климактерическом синдроме назначается в основном при средней и тяжелой форме заболевания. Больным рекомендуется диетический и гигиенический режим, поливитамины, успокаивающие средства, физиотерапия и лечебную физкультуру. Народная медицина при климактерических расстройствах рекомендует следующие средства. Вероника колосовидная или дубравная. Столовую ложку сухой травы заварить 300 мл кипятка, выпить половину за 10 минут до еды, а остальное в перерывах между едой. За день надо выпить 600 мл настоя. Хорошо помогает при головокружениях, головной боли в климактерический период. Ромашка аптечная 10 грамм, тысячелистник трава 10 грамм, лопчатка гусиная 10 грамм, чистотел 5 грамм, столовую ложку сбора на стакан кипятка, настаивать 1 час, процедить, принимать по 2 стакана в день небольшими глотками. Применяют сбор цветки бузины 3 части, трава грыжника 3 части, плоды аниса 3 части, трава фиалки трехцветной 2 части, корень сальника колючего 2 части, кора крушина 3 части, корень солодки 3 части, цветки календулы 2 части, цветки просвирника 2 части. Столовую ложку измельченного сбора заварить стаканом кипятка, настоять 1 час. Настой пить по 2 стакана в день небольшими глотками. Рута пахучая 15 капель спиртовой настойки в ложке воды или на кусочек сахара 3 раза в день. Настойка. 1 часть сока свежих листьев руты залить 6 частями спирта, поставить на 10 дней в темное место, процедить, отжать. Лечебная смесь при климактерических расстройствах. 3 раза в день за 20 минут до еды на кусочки сахара принимать. Настойку валерьяны 20 грамм, настойку цветков боярышника 20 грамм, отвар 1 к 10 из абрикосовых ядер, 15 грамм абрикосовых ядер. Значит, отвар делается 1 к 10. Камфоры в порошке 1 грамм, масло мяты перечной 15 капель. При сердечных заболеваниях, при приливах в голове, неврозе сердца, начинающемся климаксе можно принимать напар из цветков боярышника, травы пустырника, травы сушеницы и цветков ромашки в соотношении
4, 4, 4, 1. При этом для его приготовления берут 1 столовую ложку смеси на 1 стакан кипятка. В климактерическом периоде людям нервным, раздражительным, склонным к истерии рекомендуется чай из травы ясменника 20 грамм, листа ежевики 20 грамм, цветов боярышника 10 грамм, травы пустырника 20 грамм, травы сушеницы 15 грамм. Этот чай, хвалят женщины, после 10-дневного употребления уменьшаются приливы головы, прекращается зуд тела, шеи, головные боли, возвращается аппетит и сон. Боярышник, цветы. 3 столовые ложки цветов на 3 стакана кипятка. Настаивать ночь. Утром поставить на огонь, прокипятить 5 минут, снять с огня и настаивать 30 минут. Процедить, отжать. Принимать по стакану 3 раза в день. Приготовить настой. Календула, цветы 10 грамм, просвирник 10 грамм, грыжник 15 грамм, солодка, корень 15 грамм, корень валерьяны 15 грамм, трава пустырника 15 грамм, фиалка трехцветная 15 грамм. Все хорошо перемешать. 1 столовую ложку сбора залить стаканом кипятка, настаивать 1 час. Принимать по 1 стакану утром и вечером. Орех грецкий, листья 10 грамм. Стальник колючий, корень 20 грамм. Золототарник, трава 20 грамм. 1 столовую ложку мелко измельченной смеси залить стаканом кипятка, кипятить на слабом огне 3 минуты, настаивать 1 час. Принимать по 1 стакану 2 раза в день. Пить небольшими глотками. Боярышник кроваво-красный. Взять поровну плодов и цветков плоды, измельчить, все хорошо перемешать. 3 столовые ложки смеси заварить 3 стаканами кипятка, настоять 2 часа в теплом месте, процедить. Настой принимать 3 раза в день по 2 столовые ложки при вегетоневрозах, головокружении, удушье, климаксе. Положительно влияет на женщин в период климакса маточкино молоко. Применяют его как в чистом виде, так и в виде таблеток. Апилак по 1 таблетке 3 раза в день. Исоп лекарственный. В болгарской медицине применяют эту траву как противопотовое средство, особенно у больных туберкулезом легких и в климактерический период. Из травы готовят настой и настойку. Настой. 1 чайную ложку мелко нарезанной травы залить стаканом кипятка, настоять 1 час, процедить, пить по полстакана 3 раза в день за 30 минут до еды. При климактерическом неврозе болгарские фитотерапевты советуют пить настой мяты по 1 стакану утром и вечером. Мяту можно смешивать с травой полыни, плодами фенхеля, цветками липы и корой крушины. Всего поровну. 2 столовые ложки смеси залить 200 мл кипятка, нагревать на водяной бане 15 минут, охлаждать 45 минут, процедить, довести до объема 200 мл. Настой шишек хмеля назначают при неврозах, особенно в климактерическом периоде, бессоннице и как средство, уменьшающее болезненное раздражение мочевого пузыря при циститах. Вот такие вот рекомендации сегодня у нас идут по женским болезням. Ну и дальше, конечно, мы продолжим эту рубрику. Ну а сейчас я буду прощаться с вами и, как всегда, скажу огромнейшее спасибо всем, кто досмотрел видео до конца. Ну и, естественно, напомню, если не подписаны на канал, подпишитесь, нажмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Пишем комментарии, если есть вопросы, задаем, я с удовольствием на них отвечу. Ставим лайки, дизлайки.
Ну и еще одна огромная просьба. Не забудьте поделиться этим видео со своими друзьями в соцсетях. Вам это не сложно, а моему каналу большая помощь. И кому-то из ваших друзей может оказаться эта информация очень полезной. Ну а я на этом с вами прощаюсь. До новых видео. Ваша Ирина. Пока-пока.